Rosji są kolejki po stacją benzynową, że nawet ludzie biją się o benzynę. Спасибо и Америке, и Европе. Спасибо вам большое. W ten sposób się kreuje propagandę, czyli mówimy wszystko w jedną stronę, a tutaj druga strona nie ma w ogóle prawa głosu. No hej, witam na moim kanale. Często ludzie zadają pytania, jak to jest z tymi sankcjami w Rosji. Bo w telewizji mówią coś innego, politycy się pod to podpinają, ale tak jak za słynnej pandemii, oczywiście druga strona nigdy nie jest dopuszczana do głosu. W ten sposób tworzy się propagandę, więc spytajmy, czy też ja spytam prawdziwej Rosjanki mieszkającej w Moskwie, w jaki sposób sankcje wpływają na jej codzienne życie i czy w ogóle wpływają i jak to tutaj wygląda. Wasylisa, jak to jest z tymi sankcjami? Czy one wpływają na Twoje życie codzienne, czy nie? Конкретно на мое не. Tak, nie, okej. Ale tak jakbyś miała porównać, czy jest coś lepiej, czy gorzej, drożej, taniej, price w sklepach, czego brakuje, czy były jakieś produkty, czy wszystko jest w sklepach jak było. Окей. До 2020 року прайс в скрепах был ниже. И в скрепах можно было купить wszystko. Ну, для меня конкретно это косметика, парфюм, потому что я это люблю. И я завжди покупала это все в скрепах. У нас в Москве много скрепов, где можно это было купить. После санкций в 2022 роке уже этого невозможно купить, то, что я люблю. Это продукция французская, Chanel, Dior. Но, у нас из-за санкций стали производить свою продукцию. Либо привозить из Кореи и так далее. Поэтому, в принципе, человек ко всему привыкает. Вот, ну, нет у меня Chanel. Я могу это купить, если я лечу куда-то в иной край, там, в Турцию, в Таиланд. Есть такой duty-free, где я могу купить то, что я люблю. А просто так прийти в магазин сейчас купить я это не смогу. Если мы говорим о ценах в магазинах, то цены выросли, но вместе с ценами в магазинах у нас растут зарплаты. То, что я получаю деньги на работе, за работу свою. Они, конечно, растут не так быстро, как цены в магазинах, но в принципе хватает. Хотя могут многие сказать, что, ну, конечно, ты живешь в Москве, это столица, а вот в других маленьких городах в России не так. Ну, может быть, есть доля правды в этом. Но я не могу сказать, что в магазинах в маленьких городах проблемы с едой, то, что люди там бедные, несчастные ходят, голодают, побираются, но это неправда. У нас все люди живут более-менее нормально, потому что есть магазины, в которых могут позволить себе, цены в которых позволить себе могут богатые люди, для богатых людей магазины, и есть магазины для среднего класса и для достаточно малообеспеченных. Поэтому каждый человек выбирает тот магазин и те цены, которые ему доступны. Но в этих магазинах есть все для того, чтобы нормально жить. И опять же, вот ты спросил меня по поводу санкций, как они повлияли. На меня никак. Ну, то есть я этого не ощущаю. Одна есть проблема, я люблю путешествовать, и, соответственно, я как гражданка России не могу себе позволить приехать в Европу спокойно. Вот взять визу в Польшу, например, мне ее не дадут. Или там в Германию. Я могу уехать в Италию, но виза будет только для Италии. А в другой край я уже не смогу в Лондон, например, в Великобританию. Вот сейчас я этого не смогу сделать. Раньше можно, сейчас нет. В Америку я могу полететь, в Америку есть возможность улететь. Вот такого плана ограничения. Не могу сказать, что там мы голодаем. Jak wygląda sprawa z ekonomią i z innymi produktami, których kiedyś może w Rosji nie było, bo sprowadzaliście z zagranicy, z innych krajów, a teraz sami to produkujecie? Но эти продукты есть в магазинах. Окей, если мы говорим про еду, вот то, что едят, они есть до сих пор. То есть Кока-кола у нас есть, если мы говорим про американские санкции.
Что касается Европы, вот у нас есть разные продукты, которые поступают к нам из Польши. Их можно купить в Москве. В частности, если вы приедете в Калининград, то в магазинах там полно продуктов из Польши. Что касается там немецких... Окей, с машинами. С машинами проблема, потому что новую машину из Европы купить или там из Америки, ну, наверное, можно, но очень-очень сложно. Сложным путем, потому что всегда, когда тебя в чем-то ограничивают, есть возможность решения этой проблемы. Но это стоит денег. А поскольку все мы любим очень дешево купить и не любим много тратить, то мы ищем варианты разные, чтобы это решить. А благодаря санкциям могу одно сказать. Вот, спасибо и Америке, и Европе, спасибо вам большое, потому что благодаря вам экономика России стала более лучшей, что ли. У нас наконец-то появились предприятия, которые производят продукцию, которую мы раньше закупали за границей. У нас не было раньше гвоздей российских. Мы покупали гвозди за границей. Сейчас у нас есть свои предприятия, которые производят гвозди. У нас появились предприятия, которые начали делать свои машины. Свои машины российские. Они не такие идеальные, как немецкие, не такие идеальные и красивые, как американские. Но это свои машины, и они ездят. И если человеку нужно отъехать с пункта А в пункт Б без пафоса, просто для того, чтобы быть комфортно жить, ну почему нет? И они стоят значительно дешевле, нежели это машины иностранного производства. Если у меня Toyota была раньше, ну, конечно, это хороший мой автомобиль, то мне сейчас невыгодно владеть Toyota или какой-нибудь другой иномаркой, потому что детали и запчасти, техническое обслуживание машины стоит очень дорого, потому что деталей нет, потому что нет возможности ее починить. Поэтому лучше всего, конечно, это российские самоходы и китайskie. Ich очень много сейчас w Moskwie. Okej, ale jeszcze na koniec takie jedno pytanie odnośnie benzyny i stacji benzynowych, bo podobno ja to już pokazywałem. Ja to pokazywałem w rolkach, to sobie zobaczycie u mnie na kanale, ale dużo ludzi mówi w Polsce, jest ogólnie taka propaganda na różnego rodzaju grupach, że to w Rosji są kolejki pod stacją benzynową, że nawet ludzie biją się o benzynę. Wasylisa, bili się kiedyś ludzie o benzynę? Były kolejki za benzyną? Ну, как я такого ни разу не видела. Okej. A jak jest teraz? Bo teraz średnio tam 65 kosztuje litr benzyny 95-oktanowej, a w przeciągu 2-3 lat to ta cena mocno urosła, czy nie? Если я привыкла, что у меня бензин стоил 53 рубля, 95-й, то сейчас он стоит 65 рублей. Понимаете? То есть, 10 rubli. Ну да. No okej, no ale to też minęło 5 lat. 5 lat, No no tak, to tak, też jest, tak. no, patrzmy na to w ten sposób. U nas też 5 lat temu kosztowała benzyna, wszystko zależy od cen światowych i tak dalej, chociaż mi się wydaje, że te ceny na całym świecie jakby nie wpływają na cenę benzyny w Rosji, bo wy macie swoje paliwo. Абсолютно. Но надо помнить, что Россия сейчас находится в состоянии СВО, и естественно, что цены будут идти вверх, экономика, ее нужно как-то поддерживать. Наверное, поэтому и делают это. Мы это понимаем. Dobra, tak więc dziękujemy Was dzisiaj za udzielenie konkretnego wywiadu. Tak, wiem, że większość osób, które to będzie oglądać, a wierzą w telewizję, czy tam modlą się do telewizji, to stwierdzą, że to jedna propaganda i w telewizji lepiej się dowiedzą, tak więc odsyłam do telewizji. A tych wszystkich, którzy mnie oglądają i są po słusznej stronie, zapraszam do subskrypcji. A jeszcze Wasylia chce coś powiedzieć? Очень много в интернете из Европы информация о том, что все, что показывают хорошее о России, это неправда. А вот я могу сказать одно, что если вы хотите убедиться, правда это или нет, приезжайте. И вы сами это все увидите. Не надо говорить много слов, просто приезжайте, посмотрите. А если у вас возникнут вопросы, правда ли то, что говорит там Лео, напишите Лео в его комментариях контакты, и я смогу вам ответить на любой вопрос. И вам показать Москву.
O, elegancko, dokładnie. Ja też wcześniej, zanim poznałem Wasylisa, to nawet nie pomyślałem o tym, że przyjadę do Rosji, tam do Moskwy, bo też miałem jakby taką świadomość czy wizję Rosji z telewizji. No ale jak na samym początku powiedziałem, pamiętajcie, że w ten sposób się kreuje propagandę, czyli mówimy wszystko w jedną stronę, a z kolei druga strona nie ma w ogóle prawa głosu. Dobra, zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do następnego odcinka.